Всем привет! Сегодня начинаю делать самодельный круглошлифовальный станок. Значит, он у меня в принципе есть. Вот он. Сделан из дрели с тарелкой на 180. Сделан к нему столик. В принципе, все функционирует. Работает он нормально. Я обычно на нем скругляю щиты, сидушки там и так далее, разные виды щитов у твердого дерева. Потому что все это можно сделать, конечно, и на фрезере. Есть у меня и фрезер, и шаблоны для него, и фрезы соответствующие. Все в наличии это есть. Но с твердым деревом я стараюсь как можно меньше работать с фрезером, особенно на углах. Поэтому использую вот такой круглошлифовальный. Он отлично справляется с этой задачей и в принципе все нормально работает. Чем хорош вообще такого типа станок? Хорошим прежде всего тем, что у круга при одном и том же диаметре разная угловая скорость у центра и у края. И вот этим обстоятельством можно хорошо пользоваться. Ну да, вот уже у меня немного наждачка тут отработанная. Этим можно пользоваться хорошо. То есть, к примеру, у края мы можем стачивать дерево грубо, но быстро. Можем даже его немного прижечь, ничего страшного не случится. А потом уже у центра мы доводим окончательно, точная доводка получается. И эти прижоги также снимаются. То есть станок хороший, столярке нужный. Но есть нюансы. Во-первых, он занимает достаточно много места. Вот если сейчас посмотреть и померить его весь, то он получится где-то 610 миллиметров. Для меня это много, потому что столярный парк я планирую расширять, а площадь мастерской никто мне не расширит. Останется она такой, как есть. Соответственно, с этим нужно что-то делать. Во-вторых, вот эта вот старая интерсколская дрель уже не очень хорошо держит обороты. Возможно, с ней можно что-то намутить, но не знаю. То есть на малых оборотах немножко нагрузки ей дашь, и все, обороты падают окончательно. И хорошо работает она на очень больших только оборотах, ну, практически на максимуме. А этот максимум меня не всегда устраивает. Во-вторых, точнее, это уже в-третьих, ну, шумит она. Шумит, как черт знает что. У кого есть мастерские, знают, что шум идет отовсюду, и хочется, чтобы его было как можно меньше. А вот это, в принципе, могу продемонстрировать. Вам сейчас закройте ушки. И это он работает холостую. Поэтому я решил его заменить. Заменить я его решил на точило. Старое, советское, но отлично работающее. Оно у меня просто было. Очень долго я думал, куда бы его можно применить именно вот в качестве двигателя. Все время упирался в то, что здесь 12-я резьба, и она левая. И установить сюда патрон, например, там от дрели или от шуруповерта, мне нереальной эта задача казалась. Пока, наконец, в интернете я не приобрел вот такие втулки. Вот это
Вот это на 12. Это на 10. Ну, это уже для других проектов, для будущих. Вот так она выглядит. В данном случае используем на 12. Здесь как раз диаметр вала 12 миллиметров. Все очень классно село. Имеет она 2 стопора. Может, хотелось бы больше, но это лучше, чем один. Они 2 друг напротив друга. И, соответственно, биения практически не будет. И вот тогда начинаем решать эту задачу. То есть размер сравнить мы уже можем. Да, конечно, здесь я удлиню. Сделаю тоже столик. Но все равно размер будет меньше. Шумность. Давайте послушаем шумность. Ну, сравнения вообще никакого с тем, что было. Если же говорить, держит ли он нагрузку, ну, сейчас могу посмотреть только здесь вот. А это дуб, между прочим. Нагрузку держит. В отличие от старой дрели. Вторая же часть этого точила, она как была для кругов, так она и останется. Сейчас здесь стоит наждачный круг. При необходимости можно будет поставить камень. А наличие второго вала дает мне возможности для маневра и для фантазии. То есть станок будет более функционален, чем предыдущий. И по параметрам всем он тоже будет, я считаю, его превосходить. Так что начинаем делать. Ну что, друзья, вырезал я такой вот круг из 15 фанеры. Почему из 15? Потому что она у меня просто была. Вырезал я ее кромочным фрезером. Есть у меня вортекс и погружная база. К вортексу тоже вот такая вот база. Я о ней уже рассказывал. Вот, кстати, очень было удобно тем, что на нее ручка от болгарки крепится. Но был один момент. Ни к фрезеру, ни к базе производитель не озаботился изготовить циркуль. И теперь у меня 2 упора параллельных. Один шел в комплекте к фрезеру, второй к базе. И ни одного циркуля. А приобретением универсального циркуля не озаботился, соответственно, я. И начал думать, что-то колхозить. И тут мне на глаза попалась коробка от моего Боша, погружного Боша, который встроен в стол. И с верой в чудеса я достал от него параллельный упор. И чудеса бывают. Упор от Боша отлично зашел в базу этого вортекса. И теперь я понимаю... А, у него есть циркуль? И теперь я понимаю, что все приспособления от Боша можно будет с этой базы использовать. Это я ни в коем случае сейчас не нахваливаю вортекс, потому что всю эту работу я производил без патрубка пылеудаления. В предыдущих видео я говорил, то есть он вроде бы существует, но по факту пользоваться им невозможно. Поэтому это не реклама, это вот рассказ о том, что вот в такие базы от Боша входит параллельный упор, и все навески, соответственно, можно использовать, что с ним идут в комплекте. Что я сделал с этим диском?
Значит, в диске я просверлил отверстие перышком 12 миллиметров. Сначала не хотел. Хотел просто взять и на глаз вот эту втулку установить. Но потом я понял, что все-таки нужно, чтобы все было ровно. Не было биений, потому что я могу промахнуться. В принципе, для процесса шлифовки эти биения значения особого не имеют. А вот для вала двигателя и для подшипника, который уже не мальчик, тем более, это имеет значение. Поэтому сейчас я что буду делать? Я возьму этот свой диск, насажу его на вал. Одену эту втулку. Закреплю ее. И вот, в общем, закреплю. И вот уже по закрепленной втулке буду высверливать отверстия для болтов. Или насажу на саморезы. Скорее всего, все-таки я сделаю не болты, точнее, поставлю, а винты. Ну, сейчас она прокручивается, понятно. Вот, и тогда у нас будет все ровно. Продолжаем работу. Ну что, друзья, вот результат. Еще не окончательный, но уже рабочий. Не нашел я, единственное, винтов на М4 в Паттай. Ну ничего, углубил зенкером. Все нормально. Подвели меня вот эти вот стопора штатные. Не держат они. Поэтому я их выкрутил. А там, значит, резьба М4 заменил. Сейчас покажу. На болты М4, на винты, вот они. И законтрил гаечками. Пока все держит. Если вдруг будет соскакивать, значит, я эти винты заострю просто. И все. А так, сейчас мы его посмотрим в работе. Вот, пожалуйста. Все работает, все ровно. Еще немного подшлифовать. И можно наклеивать наждачку. Не стал я наклеивать липучку, наждачку. Посчитал это неправильным решением. И наклеил липучку. Вот такую самоклеящуюся липучку. Взял в магазине тканей. Обезжирил хорошенечко. Головами от самогона. Есть у меня и такое увлечение. Ну, по эксплуатации будет видно. Будет она, если держаться, то все хорошо. Если нет, значит, посажу ее на клей. Потому что все-таки наждачку мне надо менять. Бывает, нужна разная. Сейчас вот это все включим. И продемонстрирую. Единственное, что сейчас станок не закреплен, столика нет, поэтому показывать неудобно. Но принцип будет понятен. Ну и, конечно, шум. Шум совершенно не такой. Одной рукой, конечно, это не делается. Ну, в общем, всем понятно, что происходит. Главное, что это работает. А когда будет уже столик, все это покажу в работе в нормальном виде. И начинаем делать столик.
Ну что, друзья, станок готов. Давайте его испытаем. Есть у меня косячный щиток дуба, который я в свое время испортил. Давайте сразу, не мелочиться, и на дубе. Сгладим сейчас угол. Значит, наждачка стоит 120. Ну вот, в принципе, и все. Вот, пожалуйста, угол сделан. Выглядит сейчас не очень ровно из-за того, что здесь фрезерованная грань. Если бы грань была ровная, все было бы видно хорошо. И не нужно никакого фрезера. И бояться не нужно, что этот фрезер откусит вам кусок или задерет что-то. Вот все готово. Сейчас мы его почистим. Вот такая работа была сделана. Что хочу еще сказать. Значит, столик я сделал откидным для замены наждачки, для удобства. Чтобы не таскать станок вперед-назад, он закреплен уже жестко здесь. Дальше. На втором валу двигателя имеется, сейчас стоит наждачный круг. Можно поставить обычный камень. Укорачивать длину от старой, это я использовал старую станину. Укорачивать длину я не стал, потому что я подозреваю, что фантазия меня еще приведет к какому-нибудь решению в этом месте. И, возможно, понадобится здесь еще небольшой столик сделать. Возможно, это будет что-нибудь вот такое. Это я буду еще думать. Но на данный момент станок готов. Станок работает. Если кому интересно, сделайте себе такой же. Ну и, конечно, я не могу не сказать, что в магазине что-то подобное стоит более 20 тысяч рублей. Делайте выводы. Подписывайтесь на канал. Будет еще много всяких интересных вещей. Всем пока.